А тебе, мальчик? Дед Мороз запустил руку в опустевший мешок, долго шарил там и, наконец, извлек. На, держи. На его огромной красной раскрытой рукавице лежали 3 самые обычные конфеты, леденцы мятные. Знаете, такие в зеленой обертке с плюсиком. Сережа смутился. Он ждал другого подарка за честно выученный стишок. Для этого и на елку эту дурацкую поплелся, в Дом культуры. «Бери, бери, не пожалеешь!» Заметив смущение мальчика, подмигнул ему Дед Мороз. «Они не простые, а самые настоящие волшебные». Сережа тяжело вздохнул. Вроде бы взрослый человек, а такие глупости говорит. Подумал он, нехотя взял конфеты, положил их в карман пуховика и отправился домой. «Как там на елке?» — окликнул Сережу дед, жаривший на кухне картошку. «Никак», — буркнул в ответ внук и ушел к себе в комнату. «Может, Деду Морозу стих не понравился?» — пожала плечами бабушка, перебиравшая за столом фасоль. «Просто вырос нас Сережка-то из елок этих». Тяжело вздохнул дед. «Нынче другие ценности у молодежи. Уткнутся в свои телефоны, никаких чудес вокруг не замечают». На следующее утро третьеклассник Сережа Быстров отправился в школу. Он уже почти дошел, как вдруг из-за угла ему путь преградил пятиклассник Сидоров со своими дружками. «Эй, малявка, деньги есть?» Ребята постепенно окружили Сережу. «Что молчишь? Давай, выворачивай карманы!» Толкнул его в плечо Сидоров. От неожиданности и страха Сережа упал под всеобщий хохот шайки. Он давно знал, что Сидоров обижает младшеклассников, но считал, что это к нему не относится, его не тронут. Да и что с него взять? Живет с бабушкой и дедом, даже телефон у него старенький, бывший дедушкин, с треснувшим посередине экраном. И вот Сидоров наконец-то оборзел настолько от своей безнаказанности, что стал нападать и на таких, совсем беззащитных, как Сережа. Денег у него не было, в портфеле лежали лишь учебники и бутерброды с сыром. И он прекрасно понимал, что сейчас ему будет взбучка, если Сидоров со своей шайкой не получит от него денег. «Хоть бы он меня не тронул», — подумал Сережа, и никого не трогал больше, а то в школу ходить не хочется из-за него. «Ну, я жду», — рявкнул Сидоров, раскалывая под собой лед носком ботинка. Сережа поднялся. До школьных ворот оставалось совсем немного. Завернуть за угол и пробежать несколько метров, а там охранник. Охранник был строгий, Сидоров его опасался, не желал с ним связываться, поэтому и промышлял неподалеку от школы. Младшеклассники боялись пожаловаться родителям, Сидоров держал их в страхе. Вдруг мальчик что-то нащупал в кармане. Это были те самые мятные леденцы, которые вчера он получил от Деда Мороза на елке. «Вот, держи!» — резко вскрикнул Сережа и бросил под ноги Сидорову леденец, а потом и сам бросился вперед, оттолкнув Верзилу. Сидоров опешил от такой наглости. Ему еще никто не смел оказать сопротивление. Он вдруг покачнулся, подскользнувшись на леденце под ногами, и так же, как недавно Сережа, растянулся на льду. Сам Сережа бежал, не чуя под собой ног, к воротам школы. «Опять опаздываешь, Быстров!» — крикнул ему вслед охранник, но мальчик его не услышал. В здании школы он был в безопасности. Быстров сдал пуховик в школьный гардероб, он прошмыгнул в класс и занял свое место. А что же Сидоров? Растянувшись перед своей командой, он быстро вскочил на ноги, но мальца уже и след простыл. Ребята смотрели на него с усмешкой. «Ну что вы, догнать его что ли не могли?» — упрекнул товарищей Сидоров. Мальчишки странно пожали плечами и разошлись. Сидоров наклонился и поднял со льда конфету в зеленой обертке. «Что это я в самом деле?» — подумал он.
к Быстрову прицепился. Он же ж голь перекатная, с бабкой и дедом живет, бутерброды свои жует на переменах. Может, ему эта конфетка за счастье была. В голове Сидорова закрутились совсем другие мысли. На перемене он поманил пальцем двух ребят из Сережиного класса. Мальчишки со страхом подошли к Сидорову. «Про Быстрова хочу спросить. Где его родители?» «Нет у него родителей», – нехотя ответили мальчишки. «Хоть он и говорит, что есть, но мы их за 3 года ни разу не видели. Он врет всем, что они в командировке и скоро приедут за ним». «Ясно, свободны», – распорядился Сидоров. «А тебе зачем?» – поинтересовался один из мальчиков. «Надо, расспрашиваю», – буркнул Сидоров. Вечером он собрал свою команду. «Короче, парни, я тут кое-что придумал». Ребята недоверчиво посмотрели на своего главаря. «Надоело мне из малолеток деньги вытряхивать. Пустое это занятие». Кто-то из ребят присвистнул. «Чего это ты, Макс, переменился так?» «У Быстрова этого родителей нет. С бабкой и дедом живет на их пенсию копеечную. Надо помочь пацану». Послышалось неодобрительное улюлюканье. «Вы как хотите, парни. Мне реально не по душе то, чем мы с вами занимаемся. Не хотите помогать, значит, не мешайте. И вот еще. Узнаю, что без меня промышляете, по одному отлавливать буду». Тут Сидоров показал свой крепкий кулак и пошел прочь. «Что это с ним?» — сказал один из ребят. «Вообще сам не свой», — подхватил другой. «С Максом лучше не связываться», — махнул рукой третий. Так компания хулиганов быстро распалась. А младшеклассники теперь спокойно ходили в школу. Вести о том, что Сидоров стал нормальным человеком, докатились и до Сережи. И он тоже удивлялся вместе со всеми таким неожиданным переменам. Однажды Сидоров встретил его в школьном гардеробе. «На, возьми, ты обронил. Уже неделю в кармане ношу, все никак не отдам», — сказал Сидоров и протянул Сереже мятную конфету в зеленой обертке. «Не надо, съешь сам», — пожал плечами мальчик. «У меня еще такие есть». «Ты это, извини меня», — сказал Сидоров. «Ладно», — обернувшись, крикнул ему Сережа, выбежавший уже в двери школы. До Нового года оставались считанные дни, когда заболел и слег дед Сережи. Бабушка часто вытирала глаза передником и проводила время на коленях перед иконами в своей комнате. Пару раз приходил участковый врач. Он повторял одну и ту же фразу: «Возраст, что вы хотите? Сердце слабое». И никому от этого легче не становилось. «Бабушка, как дед сегодня себя чувствует?» С порога крикнул внук, бросая в коридоре портфель. Бабушка вышла из комнаты и всхлипнула. «Худо ему, плох совсем дед, покинуть нас собирается под Новый год». И ушла на кухню разогревать борщ для Сережи. «Как это так покинуть? А я с кем останусь? А бабушка?» Задумался мальчик. Мама и папа у Сережи действительно были. Работали врачами в далекой жаркой Сирии, в военном госпитале. Они присылали бабушке с дедушкой деньги на содержание внука и изредка звонили. А дед эти деньги исправно получал на почте и складывал в специальную коробочку. «Это деньги Сережкины», — говорил он. «Вдруг с нами что-то случится? На что он жить станет? Неизвестно, сколько еще эта клятая командировка продлится. Нам их 2 пенсий хватит на 3. Так они и жили. В невеселых раздумьях мальчик не заметил, что промахнулся с вешалкой, и его пуховик теперь валяется на полу. Сережа поднял его, встряхнул и повесил правильно. Из кармана на пол выпала мятная конфета в зеленой обертке. Сережа поднял ее и вспомнил злополучную елку в Доме культуры и Деда Мороза, который утверждал, что конфеты эти волшебные.
Сережа, мой руки и за стол. Борщ на столе остывает!» — крикнула из кухни бабушка. «Ба, а ты веришь в волшебство?» — спросил мальчик, присаживаясь за стол. Бабушка тяжело вздохнула. «Вот если бы дед поправился, наверное, поверила бы». В голове Сережи уже зрел план. «А вдруг и вправду эти конфеты волшебные?» — думал он, прихлебывая борщ. «Ведь не зря же мне их Дед Мороз вручил». Он вспомнил, как одна из конфет помогла ему избежать драки с Сидоровым, когда он бросил ему ее под ноги, как неожиданно переменился всем известный хулиган и решил еще раз проверить свою догадку. «Ба, нам задали по внеклассному чтению сказку прочитать. Можно я дедушке ее почитаю, чтоб не скучно ему лежать было?» Бабушка ласково погладила его по голове. «Мой добрый и ласковый мальчик», — вздохнула она, — «видели бы тебя отец с матерью. Конечно, почитай, только борщ доешь сначала». Сережа управился быстро, достал из портфеля книгу для чтения и направился в комнату деда. Бабушка уже усаживала его в подушки. Дед тяжело дышал, иногда покашливал. «Я тебе сказку почитаю, дед?» — спросил мальчик. Дед кивнул. Сережа углубился в чтение и не заметил, как дед уснул. Тогда мальчик достал из кармана брюк мятную конфету в зеленой обертке и незаметно положил спящему деду на грудь, а сверху прикрыл его ладонью. «Я очень хочу, чтобы ты поскорее поправился. Я тебя очень люблю», – прошептал Сережа и на цыпочках вышел из комнаты. Дед приоткрыл один глаз и взглянул на подарок, оставленный внуком. «Выдумщик», – подумал дед, повертев в пальцах зеленую конфетку и погрузился в здоровый крепкий сон. На следующее утро он уже сам поднялся. «Куда ты, старый? Лежать тебе надо, доктор сказал». Замахала на него полотенцем бабушка. «Ничего, Зинаида, повоюем еще», — крякал из ванной дед. «Есть у меня еще неоконченное важное дело». И он втихаря, пока Сережа был в школе, а бабушка вышла в аптеку, достал из-под подушки новый мобильный телефон и набрал номер. Он набирал его несколько раз, но связи все не было. Наконец, связь появилась. Ответил незнакомый мужской голос. «Алло, это госпиталь?» Хрипло закричал в трубку дед. «Мне хирург Быстров нужен». «Быстров в отъезде, он не может подойти. Кто это?» «Передайте Быстрову, что отец его очень плох. Очень. Пусть срочно летит домой, а то не застанет», прокричал дед. Связь оборвалась. Дед спрятал под подушку телефон, развернул зеленый фантик и положил под язык мятную конфетку. «Все сделал правильно», — подумал он. «Негоже сыну без отца и матери расти. Мы, старики, не вечные, и тут работы хватает». А в замке уже клацал ключ. Сережа вернулся со школы. «Дед, дед!» — закричал с порога мальчик. «Ну ты как сегодня?» «Отлично», — отвечал дед, хитро прищурившись и причмокивая мятной конфетой. «А я знал, знал!» — закричал радостно Сережа. «Это все моя волшебная конфета тебе помогла. Мне на елке их Дед Мороз дал. Вообще-то я хотел новый мобильный телефон, но пока стоял в очереди за подарком, они, видимо, закончились. Поэтому Дед Мороз им дал мне 3 мятные конфеты и сказал, что они волшебные. Я ему, конечно, не поверил, а теперь вижу, что они и вправду действуют». «Телефон, говоришь, новый тебе нужен?» — усмехнулся дед. «А ну-ка, залезь вот сюда, под подушку». Сережа засунул руку и вытащил новенький мобильный телефон. «Дед, ну ты что?» — растерялся мальчик. «Это не я, это конфета волшебная», — подмигнул дед. «Глупый ты», — серьезно сказал мальчик. «Я же совсем не это загадал. Я хотел, чтобы ты поскорее выздоровел. А ты?» На глаза Сережи навернулись слезы, и он крепко обнял дедушку.
Ничего, ничего, внучок. Похлопал его ласково по спине дед. Повоюем еще. А телефоном ты пользуйся. Мне-то он ни к чему. Я больше разговоры с глазу на глаз предпочитаю. Ты же знаешь. Наступил долгожданный предновогодний день, 31 декабря. Что могу сказать, Петр Яковлевич? Вы меня сначала напугали, потом удивили. Одеваясь в коридоре, говорил участковый врач. На повторной кардиограмме все в норме, но все же советую вам поберечь себя. Продолжайте пить лекарства, которые я вам назначил, а я к вам загляну числа 5. До свидания. До свидания, кричали ему вслед счастливые бабушка, дедушка и внук. С наступающим. Совсем забыла про курицу. Всплеснула руками бабушка и бросилась на кухню. «Ну что, партию в шахматы?» — спросил Сережу дед, и мальчик одобрительно кивнул. «Ты, дед, иди, фигуры расставляй, я сейчас», — сказал ему Сережа, а сам подошел к вешалке, запустил руку в карман пуховика и достал оттуда мятную конфетку в зеленой обертке, последнюю из тех, что дал ему Дед Мороз. «Недооценил я вас», — с усмешкой подумал Сережа. «Вы и вправду оказались волшебными, но у меня осталось последнее, самое главное пожелание». Он подбежал к окну, быстро что-то прошептал в ладони и выкинул конфетку в форточку. Довольный собой, он побежал в комнату, где его ждала шахматная партия, которой не суждено было окончиться. В это время под самый подъезд подъехало такси, из которого вышел мужчина в меховой шапке. Что-то больно тюкнуло его по голове. «Ай!» — вскрикнул он. «Что такое?» — обеспокоенно спросила вышедшая следом женщина. «Что-то мне на голову упало сверху». Он снял с головы шапку и с удивлением обнаружил мятную конфетку в зеленой обертке. Мужчина повертел ее в руках, и они с женщиной весело рассмеялись. «На счастье», — сказала женщина. «Да будет так», — ответил мужчина. «Ну, пойдем скорее. Сережка, наверное, обалдеет от радости, когда нас увидит». И они заспешили в подъезд. А где-то в городе веселились у елки взрослые и дети. Дед Мороз заприметил грустную девочку и решительно направился к ней. «Вот, держи, внученька. Они не простые, а волшебные», — пробасил Дед Мороз и раскрыл свою широкую красную рукавицу, на которой лежали 3 обычные мятные конфетки в зеленой обертке. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания. С наступающим Новым годом, мои дорогие! Счастья вам, здоровья и всего самого-самого прекрасного и волшебного!